Как Марина Сергеевна упомянула, последние 4 года я жил в Канаде. Поэтому я немного медленно говорю. Но я очень рад быть на родине. И уж кроме дома, роднее место, чем школа, это школа, у меня нет. Ведь в зале, вот здесь в актовом зале, в новой школе, значит, на 3 этажах, там я провел 11 лет своей жизни. Это были счастливые 11 лет. Моя фотография из 1 класса, я уж просить ее убрать не буду, наверное, кому-то очень нравится она. Пусть стоит. Ребят, когда я учился и когда я ходил по тем же кабинетам, по которым ходите вы, у меня была мечта. И мечта была следующей: найти хорошую работу. И хорошая работа для меня значила работа, которая по душе. Ну и которая также позволяет мне содержать себя и в последующем содержать свою семью. И мы именно сегодня по этой теме и поговорим. Мы пройдемся по руководству к началу успешной карьеры. Мы посмотрим, как найти хорошую, достойную работу после школы. И у вас как раз возраст такой, что вы, наверное, и без этой речи сами об этом думаете. Это займет нас приблизительно 20-25 минут, не будет огромный урок. И после встречи мы ответим на любые вопросы и ответы. Вот у вас также эти визиточки в руках, вы если ее перевернете, увидите, что на обратной стороне пустота. Это пустота для ваших вопросов. Вот. Я сегодня приехал и хочу рассказать вам 3 истории, ничего большого, 3 истории из моей жизни, которые мне помогли найти хорошую работу. И я надеюсь, они помогут и вам. И вообще, в принципе, я не очень люблю говорить людям, что вам делать. Не моя позиция. Но сегодня я поделюсь некоторыми рекомендациями. Потому что я верю, что шаги, вот эти истории, которые привели меня к профессиональному успеху, могут помочь и вам. У нас все же, мы учились с вами в одной школе. Шаг 1. История 1. Я искал и нашел то, что мне было интересно. Кто-то из вас уже даже знает, чем заняться после школы. Но я принадлежал к большей категории людей, которые в 11 классе абсолютно понятия не имели, чем они хотят заняться. Но я знал, тогда уже осознавал, что у меня было время. И у вас сейчас есть время, чтобы выбрать. Когда я учился в школе, я увлекался 30 разными вещами, я не знаю сколько. Я катался на BMX, если кто знаком. Я вижу тут знакомые лица, так что катался в основном возле школы и стукался, значит, трюки делал и стукался, значит, об стены. И Галине Гавриловне вообще не нравилось. До сих пор помню. Но она с доброй душой подходила и очень вежливо меня просила, пожалуйста, не стукаться. Я также увлекался фотографией. Вот у нас 2 человека. Ксения снимает на видео также. Увлекался фотографией, видео. Занимался плаванием. Ну так, более с отцом там можно, значит, на выходных съездить на день. Я занимался прикладными теоретическими науками. Мне очень нравилась математика, физика, информатика, другие науки. У нас, благо, серьезные, трудные иногда, но хорошие учителя.
Я играл в видеоигры. Все время от учебы. Все время. И вот занимался фотошопом. Фотошопил я. Дизайном занимался. Марина упоминала. Вот со всего этого мне было тяжело выбрать. Вот вроде везде что-то по чуть-чуть, что-то мне больше нравится, что-то меньше. Тяжело было выбрать. Но разнообразие вот это интересов, оно помогло мне сделать мой конечный выбор более проинформированным. И вот такая мысль у меня была, что работа — это вообще вещь нелегкая. У учителей они, значит, просыпаются в 6 утра, или там, может, даже раньше некоторые люди просыпаются, собираются, значит, портфель свой с домашней работой, там не один человек делает домашнюю работу, там 300 человек, значит, надо натянуть этот портфель, идут на работу. И здесь там, приезжают там 7:30, 8, и до 5 часов вечера, значит, сидят и думают все время. И стараются научить других думать. Работа, в принципе, и учителя, и другая, нелегкая вещь. Но я думаю, что если ты каждый день делаешь работу, которая тебе нравится или интересна, как минимум, то работа становится чуть легче. Мое дело, вот чем я занимаюсь, графическим дизайном, со всем его стрессом и со всеми трудностями, дело это дает мне смысл жизни, частицу. И я знаю, что я лично не могу быть счастливым, если у меня нет дела на руках. Если мне нужно просто сидя сложа руки. Не могу быть счастливым. Но это по большему счету от того, что дело свое я люблю. Вообще, интересная мысль. Поиск своего дела – это как поиск любви. Можно встречаться год, и никогда другой человек не зацепит. А можно увидеть в конце улицы и влюбиться с первого взгляда. А мы очень часто сдаемся, потому что поиск вот этот сам, либо поиск партнера, либо поиск работы, оно дело немного страшное такое, но самое главное, оно муторное. Но я вот что хочу сказать. Нам нужно продолжать искать, поскольку если мы не нашли то самое дело, которое нам придется по душе, то мы никогда его и не найдем. Нужно пробовать что-то. Я вот знаю, у Марины Сергеевны есть, по-моему, компьютерная графика курс. И 3D-моделирование. Там, по-моему, еще пару мест есть. Вот, пожалуйста, к Марине Сергеевне. В общем, ищи интересы и найди то, что тебе по душе. Это вот первый шаг к началу успешной карьеры. Шаг второй. При выборе профессии прислушивайся к сердцу, но не выключай свой мозг. Немного хотел бы вам рассказать про свое путешествие. После 11 класса в этой школе мое сердце призывало меня быть профессиональным BMXером. Кататься на велосипеде, прыгать и падать. А мозг, он советовал нефть добывать. И совместив, они пообщались там каким-то образом, и совместив вызов экстремального спорта с востребованностью нефтяника, они сошлись на дизайне, на графическом дизайне. И мое путешествие началось.
А началось оно с прыжка в неизвестность, буквально. Я переехал 10 тысяч километров из Сибири в Торонто, крупнейший город Канады. Переехал для изучения своего дела, дело, которое мне было по душе. Вот, например, я перешел от игры в танчики на перемене перед информатикой. Дай Бог здоровья, Татьяне Владимировне. К заполнению налоговых форм на другом языке в иностранном государстве. С этим возникли трудности. Такие как адаптация к новой культуре, адаптация к языку и системе образования. И в более неудобную ситуацию себя поставить достаточно тяжело. Вот Марина Сергеевна, как раз-таки, кто компьютерной графикой руководит, она еще когда в нашей школе также училась, она ездила на Аляску. На некоторое время обучалась. Учила английский язык, учила культуру. И мы вот с ней разговаривали перед встречей сегодня. И она говорит, что вот тяжело себя, даже ты не знаешь, как себя вести, другие люди. И ты зачастую даже не знаешь, как спросить, как себя вести. И эта ситуация такая достаточно беспомощная. И насколько бы она беспомощная ни была, из нее появились возможности для Марины и для меня. Во-первых, новая культура. Новая культура, американская культура, по-настоящему позволила мне оценить свою русскую культуру. Неполное понимание и последующее изучение английского языка помогло мне, буквально открыло для меня мир. А без адаптации к канадской системе образования я бы не стал с таким востребованным специалистом, которым Марина Сергеевна меня описала в начале этого разговора. И в конечном итоге вот эти возможности изучения английского языка, изучения новой системы образования, понимания культуры, они привели меня в первую очередь к успехам в учебе, потом к успехам в работе, к получению наград, признания, и помогли мне осуществить свою мечту – найти достойную работу. Трудности – вообще дело индивидуальное. Вы можете посмотреть на эти трудности и сказать, ерунда. Для некоторых это правда ничего. У некоторых намного больше трудностей. Трудности могут быть больше или меньше. Но с правильным подходом они могут сделать тебя сильнее. Прислушивайся к сердцу, но не выключай свой мозг. Шаг 3. Занимайся любимым делом. Работай, работай, работай. После выбора любимого дела мы поступаем в колледж или университет, который позволяет нам изучить наше дело на профессиональном, более глубоком уровне. И мы получаем диплом. Обычно диплом в руках, мы идем искать работу. Образование в Канаде научило меня работать не на оценки, а на результат. И я бы хотел передать эту эстафету вам. Я бы советовал, если я могу, работать на свое имя, чтобы ваше имя потом работало на вас. Что я имею под этим в виду? Когда я учился, я, конечно, уделял внимание оценкам, это важная
Важная вещь. Но во время обучения, как мне советовали на Западе, и как оказалось, очень хорошо для меня сработало, я занимался двумя другими вещами, помимо оценок. Я встречал людей, которые работают в индустрии. Графический дизайнер. Я писал и встречался с графическими дизайнерами, которые успешные, которые работают в индустрии. Вот статья, которую Марина Сергеевна упомянула в начале, она как раз-таки 30 людей, которые там, большинство из них я встретил, когда я был студентом. Это мне, безусловно, встречи с профессионалами, безусловно, помогли мне найти свою первую хорошую работу. А второе, это, помимо встречи людей из индустрии, это работа над доказательством, что я могу делать работу, которую меня просят делать. Что я под этим имею в виду? Вот я графический дизайнер, и вы, наверное, знакомы со словом портфолио. И в портфолио это вот примеры твоих работ, примеры того, что ты уже сделал. Вы знаете, как говорится, нужен нам человек с опытом. Когда у вас есть что-то, даже пусть это не для клиента, это уже считается как опыт. Нужно работать над чем-то, что можно показать и доказать работодателю, что ты способен на работу. Для некоторых людей, если это не креативная среда, это будет повышение квалификации. Простой сертификат. Он может быть и простой, но он очень может прийти на помощь. Вот я хотел бы также отметить, что нужно очень четко и ясно понимать, что поиск работы – это труд, это настоящая работа. С момента мы поступаем в колледж, в высшее учебное заведение, мы подготавливаемся к профессиональному миру. Так вот, совет в следующем. Начинай подготавливаться к работе, к оплачиваемой работе, пока ты еще учишься в вузе. И в какой-то степени, вот, ребят, вы сейчас здесь это и делаете. Вот похожие вебинары, либо похожие встречи, просто понимание, как зарабатывать деньги, как работает индустрия, помогут вам в вузе, помогут вам при поиске работы, помогут вам найти работу, которая по душе и которая платит хорошо. И к моменту, когда ты выпускаешься, это понимание реальной индустрии, возможно, даже понимание, кому звонить, профессиональные контакты. И самое главное, понимание, как делать работу, они доказывают, что ты знаешь, как делать свое дело. А работодатели любят людей, которые знают, что они делают. И как только ты нашел позицию в компании, тебя наняли на работу, тебе хорошие новости в том, что плохие новости, начинается настоящая работа. Теперь нужно ходить на работу, просыпаться и так далее. Хорошие новости в том, что работа это тебе по душе, и ты знаешь, как ее делать. Ты только что получил диплом. Единственная вещь – это теперь делать ее хорошо. Я хочу закончить эту часть со следующим. На пути к успеху. У меня умный друг есть, он профессор, и он мне однажды сказал: успех и труд идут плечо к плечу. Чем больше ты работаешь, тем лучше ты становишься в своем деле. И вот, когда ты любишь свое дело, ты работаешь с большим упорством, чем человек, которому это неинтересно. И тем самым
ты становишься более востребованным и более успешным. И вот вчера ночью писал, вот здесь, идея следующая появилась. Чем успешнее ты становишься, тем больше ты получаешь признания. Ну, это может быть повышение, такие вещи. Может, публикации в ведущих изданиях. И вот чем больше признания, тем больше у тебя будет возможностей стать еще успешнее. То есть это цикл такой. И с сердцем в правильном месте можно и в такой позиции, в успешной позиции, сделать много добра и в своей профессии, в своей индустрии и в мире в общем. Я уверен, что сердца у вас в правильном месте. Я очень рад, что все сегодня пришли, большое количество людей. Я уверен, что сердца у вас в правильном месте. И надеюсь, это мои мысли, эта лекция предоставила вам некоторые мысли для размышления. Вот. В заключение хочу выразить, во-первых, благодарность за ваше присутствие, благодарность за организацию. В особенности хотел бы поблагодарить Марину Сергеевну. И хотел бы вам пожелать, во-первых, успешного учебного года. Первый день сегодня. А во-вторых, успешной жизни. Спасибо большое. Спасибо, ребят. Еще раз поблагодарим Андрея за его речь. Я думаю, что вы много для себя интересного, вдохновляющего, мотивирующего, всего того, что в начале учебного года, мне кажется, очень поддерживает. То есть я предлагаю еще раз поаплодировать. И вот прежде чем вы зададите свои вопросы, которые у вас возникли, я хотела маленькую такую ремарочку. На самом деле мы эту встречу планировали в мае, то есть в конце учебного года. Но решили сделать это именно в начале сентября, потому что конец мая, у кого-то экзамены, в принципе, все устали. Да. И учащиеся устают, и педагоги. То есть, и в принципе, ни на какую мотивацию уже сил нет. Но после лета, обычно все равно в летние каникулы возникают какие-то свои идеи. Чем бы хотелось заниматься? Не факт, что это станет делом вашей жизни, но, по крайней мере, здесь и сейчас вам это дело, хобби, может быть, что-то, какой-то интересный проект, он вам нравится. И поэтому, если вы уже что-то такое нашли, то уже можно слова Андрею как руководство к действию. То есть, по крайней мере, спасибо огромное Андрею, он и вас, и меня лично очень сильно поддержал своими словами. То есть силы, даже одухотворения, наверное, можно, вдохновение продолжать дальше. А сейчас вы можете задать свои вопросы. То есть, Соня? Вот сейчас микрофон. Микрофон. Повтори микрофон, пожалуйста. Как найти свое дело? Да. Это очень хороший вопрос. Это вопрос, который возникает в самом начале. Как найти свое дело? И потом уже можно идти в университет, значит, его изучать. И после этого можно им уже зарабатывать деньги. Как найти свое дело? Это хороший вопрос. Я упоминал, что я, когда был в школе, пробовал совершенно разные вещи. Катался на велосипеде, падал, значит, фотоаппараты там снимали, мы как катались на велосипедах, в компьютерные игры играл. Я думаю, вот пробовать разные вещи поможет тебе найти то, что тебе более интересно, и отложить то, что менее интересно. Это именно вот пробуя можно найти то, что тебе нравится. А иначе как? Никто за тебя это не примет решение. Тебе никто не скажет, что тебе нравится. И уж точно, если скажут, нравится тебе это не будет.
Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Слушайте, слушайте, а вот как вы лично советуете, после 9-го лучше уходить или после 11-го? Меня это очень сильно волнует. Это очень хороший вопрос. Я вот сейчас с парнями стоял, когда вот перед встречей немного нервничаю. Парни меня спрашивают, что после какого? После 9-го, после 11-го? Я парням сказал следующее. Как по душе. Если у вас работа после 9-го лучше получится, вам нужно идти в колледж и изучать это дело прикладное. Ничего в этом страшного нет. Я бы даже сказал, что это лучше уйти после 9-го и изучать то дело. Но если ваша работа более требует магистратуры, требует бакалавриата, ваш интерес, если этого требует, то, конечно, уходите после 11-го. А я надеюсь, отвечает на вопрос? Да? Спасибо. Еще вопросы? Не стесняйтесь. Да, конечно, вот в конце. Не боюсь ли я без работы остаться? Поскольку нейросети очень быстро развиваются, верно? Это хороший вопрос. Я вот совершенно недавно разговаривал с профессором, который именно учит дизайнеров. И я его тот же самый вопрос и спросил. Он сказал следующее. Машины, компьютеры, они помогают людям достичь определенные результаты. Но нужно понимать, что человек запрос делает. А запрос делать, спрашивать вопросы намного тяжелее, чем давать ответы. И человек задает вопрос, нужно задать правильный вопрос. И пока машина не научится, я думаю, до этого совершенно не близко, пока машина не научится интуиции и задавать правильные вопросы, я не думаю, что ни моя работа в риске, ни какого-либо другого креативного человека. Это очень, очень интересный вопрос. Спасибо. Да, вот, конечно, вот еще один вопрос. А вы боитесь конкуренции? Конкуренция – еще один вопрос, который очень часто… Я работаю дизайнером. Да? Ну, сколько дизайнеров в мире? Да, миллионы, наверное. Конкуренция. Знаете, вот интересная вещь. Кажется, что дизайн – это такая индустрия, которую люди преследуют по сердцу. Я учился в университете, где огромное количество учащихся, но им не нравилось. Я вам говорю, если у вас сердце в дизайне, либо это другое какое-либо дело, конкуренция вам не страшна. У вас всего будет пару человек в мире. Поскольку вам будет нравиться свое дело, вы больше и лучше будете справляться с трудностями, с наибольшим упорством. И вы будете становиться лучше и лучше и лучше, и успешнее, и успешнее, и успешнее. И когда выбирает клиент из двух, выбирает человек, которому дизайн был неинтересен, значит, он пошел, потому что его родители туда пихнули, и человека, которому дизайн был интересен, и он туда пошел, потому что душа ему велела, всегда выберут второго. Спасибо большое.